По словам свидетелей, Федор уехал из Вовних после своих именин, то есть где-то в сентябре 1930-го. Но в те времена убытие и выбытие служителей культа регистрировали в специальной карточке. И согласно нее, до приезда во Вниги он служил в Юрьевской религиозной общине села Петриковка священником. Источник дохода – добровольное пожертвование. Из карточки видно, что 3 года Федор мотался туда-сюда из Томаковского в Солонянский район. 18 марта 30-го зарегистрирован в Солонянском районе, 12 июня 31-го выбыл Томаковский район, 14 июня 31-го прибыл Томаковский район, 14 июля 31-го выбыл в Солонянский район, на другой же день 15 июля прибыл в Солонянский район, 23 февраля 33-го выбыл в Томаковский район, 16 марта 33-го прибыл в Солонянский район, 15 марта 33-го выбыл из Солонянского района и 23 февраля 33-го выбыл в Томаковский район, село Городище. Что такое Городище? А это западная часть города Марганец, старинный казацкий поселок. И обведен он слева красным. А что же Федора так тянуло в это городище? А вот что. Там проживал в это время Чайка или Чайкин Иона Автономович, 1871 года рождения, который в 1913 служил священником Илинской церкви села Натальевка Александровского уезда. Еще до революции Чайка переместился в это самое городище. Но когда туда пришли большевики, то они забрали у Чайки сан священника и запретили ему участвовать в богослужениях. Со временем сан снова вернули. У Чайки были хорошие знакомые. Химич Никита Данилович, 1869 года рождения, из семьи потомственного казака села Алтыновка Кролевецкого района Черниговской области, и Волошин Яков Петрович, 1900 года рождения, уроженец села Рудка Княгининской волости Дубинского района Волынской губернии, который еще в возрасте 15 лет с родителями переехал в Городище. В 1927-м Волошин по заданию Чайки даже возил пакет в Васильков Киевской области какому-то священнику Никону. И в 1934-м на квартире Ионы Чайки собирается совещание, на котором присутствовали этот Яков Волошин, наш Федор Чепурковский, какой-то священник Василий из села Бабанка Бринецкого района Одесской области и 2 пожилых священника из Томаковского района. На совещании, выражаясь протокольным языком, все выражали антисоветские взгляды. Верили, что скоро придет время, когда пропадут все изверги вместе со Сталиным. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И через некоторое время Федор получает назначение в село Покровское Никопольского района. Это то самое Покровское, куда так стремился переехать в 1914-м упоминаемый нами в первой части диакон Николай Шамраев. Что же там происходило в Покровском до того, как туда прибыл наш Федор? А вот что. В 1920-м приехали в Покровское, чтобы служить в церкви из села Шестерня Херсонского уезда Иаков Сорокин и Памфил Фомицкий. Куда они потом делись, неизвестно. А вот с 1933 по 1934 в церкви села Покровское служил Слищенко Андрей Степанович, 1897 года рождения, уроженец села Баромля Тростянецкого района Сумской области. И о нем мы расскажем подробнее, потому что это удивительная история. Отец Андрея был столяром, и парень тоже освоил эту профессию, которая и спасала его в сложные времена. В 1916-м Андрей окончил церковно-учительскую школу, потом до весны 1918-го служил в царской армии в воздухоплавательном отряде. Демобилизовался в Петрограде, но в августе 19-го решил пробираться в Киев, объяснив свой поступок следующим образом. После свержения царизма, а затем и Временного правительства, и несмотря на укрепление советской власти, я не верил в ее жизнеспособность и долговечность. Я думал, что Советская Республика будет раздавлена Белой армией и советская власть свергнута. Конец цитаты.
Добрался Андрей до Киева как раз в тот момент, когда туда подходили войска Деникина. В ноябре 19-го он вступил на службу в армию Деникина, опять же в воздухоплавательный отряд. В сентябре 20-го попал в плен к красным в Симферополе, а в феврале 21-го его оттуда освободили. Затем Андрей поехал в Киев и работал там столяром на ткацкой фабрике. Но, будучи глубоко религиозным человеком, он в 22-м сдал экстерном экзамены на звание священника и стал служить в селе Белки Тростянецкого района Сумской области, а затем в разных селах Киевской и Харьковской областей. То есть Андрей Степанович стал священником в те времена, когда это уже было опасно. В 1930-м органы ГПУ осудили Слищенко за антисоветскую деятельность, которая проявлялась в том, что он советовал прихожанам надевать крестики на шеи своих детей. За это получил 3 года ссылки в Коми АССР. И когда 36-летний Слищенко вернулся в Украину, то он написал письмо архиерею, и тот направил его служить в искомое село Покровское. Но здесь Андрей Степанович не прижился и перевелся священником в Городище Никопольского района. В мае 1934-го, после скандала с прихожанами, он вообще покинул церковную службу и стал работать столяром в Тресте Марганец. А 22 августа 1934-го на его место и перевелся Федор Чепурковский из Городища и становится в Покровском священником церковного прихода. С ним уже и матушка Александра Яковлевна, 1896 года рождения, которая устроилась портнихой швейпрома при колхозе имени Котовского. На каком этапе она появилась, неизвестно. И Федор сформировал себе в Покровском такой религиозный актив. Регентом стал тот самый 66-летний Смык Прокоп из Петриковки, которому на старости лет пришлось работать чернорабочим при Покровском лесхозе. Проживал он вместе с женой Евгенией Павловной. Церковный староста Махинко, проскурница Кристина Петренко, а также троюродный брат Федора Грановский Петр Борисович, который проживал в Сулицком, а работал сторожем совхоза номер 35 бывшего Орс Никопольстроя. Естественно, что священник Федор Чепурковский установил тесные связи с куркулями села Покровское и близлежащих Капуливки, Алексеевки, Сулицкого, Лапинки и других. В разговорах они опять-таки критиковали советскую власть. Еще в 1936-м, за 5 лет до начала войны, Федор предсказал, что будет война, что придет Гитлер, который расправится с коммунистами. Понятно, что Федор не был пророком, просто озвучивал то, что было понятно каждому маломальски умному человеку, который может составить в голове причинно-следственные связи. А в начале рокового 1937-го в Городище умирает священник Иона Чайка, а на его место прибыл тот самый Чекийдовский Андрей Степанович, что родом из Бабайковки, вместе с женой Александрой Кирилловной домохозяйкой. Но в марте 1937-го Чекийдовский внезапно остригает свои длинные волосы, бреет бороду и идет искать работу. На руднике Максимовка, Треста Марганец, он обратился к заведующему мойкой Андрею Ивановичу Дуде и объяснил, что ему, уже даже бывшему священнику, нет покоя от советской власти. Чех Дуда, который родился в Моравской Острове, сжалился над поляком Чекийдовским и устроил его сторожем на мойке. 2 мая 1937 на Пасху Прокоп Смык пришел на кладбище города Никополя и там встретил своего земляка Андрея Чекийдовского, который рассказал ему, что он бывший священник и отказался от священнического сана. Может быть, при встрече 2 пожилых человека повздыхали, что вот Польше удалось выскользнуть из лап России и нет у них ни колхозов, ни репрессий. В том же мае 1937-го в церковь Городища поступили на службу 2 священника. Первый наезжал из Запорожья, и это был тот самый Петр Ананьевич Кащенко из Петриковки, а второй тот самый Никита Данилович Химич, который перевелся в Городище из Выше Тарасовки Томаковского района после того, как там закрыли сельскую церковь. Кащенко и Химич сблизились с псаломщиком, бывшим коммунистом, непомнящим Александром Ефимовичем,
и Волошиным Яковом Петровичем. Приход городища был невелик, поэтому служители церкви решили усилить религиозную агитацию, привлекать людей к общине. Но открыто это делать было крайне опасно в те времена. И когда ГПУ нашло на улицах городища антисоветские листовки, то приписали их местным священникам. И вот эта листовка, я вам даже ее зачитаю. Очень актуальный текст, только имя Сталина замените и можете расклеивать их там у себя за поребриком. Не благодарите. К вниманию, товарищи, смерть Сталину. Злобный Сталин наш палач, с ним уж целая орава, их не трогает наш плач, наши стоны им забава. Наше горе им к добру, им рабочие, что мухи. Вам наш хлеб не по нутру, помираете с голодухи. Наш браток не человек, шкуру с вас дерут убийцы. Будьте прокляты навек, сталинцы, вы ж кровопийцы. Вам не жить вже на земле, ваших жен сразит безродьем. Смерть вам, Ирода сыны, сталинское отродье. В июле 1937-го какой-то агент Чайка доложил в НКВД, что слишком часто там в Покровском собираются вместе всякие недовольные советской властью люди. И 24 августа 1937-го служителя культа Федора Чепурковского арестовали и отправили в Запорожскую Допру. Начальник Запорожской опергруппы полковник Игорь Борисович Шумский и сержант госбезопасности Гуга Иоганнович Шульц направили дело Чепурковского на рассмотрение тройки. Кто такие эти убийцы нашего Федора? Шумский родом из Белоруссии, страшный человек. Гляньте на его послужной список, сколько бед он натворил за свою жизнь. С августа 1937 по март 1938 начальник Запорожского городского отдела НКВД, полковник. С июня 1956 на пенсии, умер в Киеве в июле 1974 в своей постели. А вы говорите «карма». Корнев Шульц Гуга Иоганнович или Иванович родился в 1910-м в Украине. Висит, как ни в чем не бывало, в бессмертном бараке. Прямо-таки жертва репрессий, потому что в 50-м Шульц будет жить в Архангельске, и там его арестуют и дадут 10 лет. А тройка вынесла постановление Федора Чепурковского расстрелять за антисоветские настроения, за то, что занимался контрреволюционной агитацией, группировал контрреволюционный кулацкий элемент, систематически распространял провокационные слухи. Ровно через месяц за шпионскую деятельность в пользу Германии арестовали Чеха Дуду и в ноябре 1937-го тоже расстреляли. И где-то в это время Петр Кащенко и Никита Химич созвали людей на вечернюю службу. Но когда люди собрались, священники к ним не вышли. Пошли слухи, что их арестовало НКВД, и больше их в городище никто никогда не видел. Непомнящего и Кащенко расстреляли 3 ноября. Химичу дали 8 лет тюрьмы. Некрасова Анатолия Федоровича, сторожа рудника имени Максимова, Треста Марганец, и Андрея Слищенко отправили на 10 лет в исправительно-трудовой лагерь. Церковь в городище закрыли волей и требованиями трудящихся. Прокопа Смыка кинули в кутузку в ноябре 1937-го. Его потягали какое-то время по делу Дуды, а затем отпустили. Но ненадолго. 2 января 1938-го в возрасте 69 лет Прокоп Смык вновь очутился в Допре, теперь уже за связь с Андреем Степановичем Чекидовским. И чекисты сделали из Смыка агента польской разведки. 11 февраля Прокопия Смыка расстреляли за то, что восхвалял фашистское устройство Польши и клеветал на Советский Союз. 4 декабря арестовали самого Чекидовского и тоже за связь с Дудой, ведь чех и поляк, естественно, работали на чешско-польскую разведку. 29 января 1938-го и Чекидовского расстреляли. Канал Ірини Коновець-Поплавської.
Удалось выжить в той мясорубке только Андрею Слищенко. Вместе с Некрасовым их направили для отбытия наказания в Томско-Осинский лагерь. Некрасов там сразу же и умер в начале 1938-го, а Слищенко перевели в город Казак Татарская АССР в колонию номер 3, где он и просидел свою десятку. После освобождения работал столяром в Старобельске, Апшеронске. В 1952-м его снова арестовали, теперь уже неизвестно за что. Фактов против него никаких не было. Обвиняли снова в том, за что он уже отсидел, в религиозности. Свидетели показали, что Слищенко был суперверующим, молился дважды в день, читал религиозную литературу, при этом настолько антисоветский человек, что не слушал радио, потому что советские передачи вгоняли его в уныние. Чекисты решили сослать упорного Слищенко, который никак не поддавался влиянию советской пропаганды, на поселение в Красноярский край. В конце 50-х Андрей Степанович начал писать письма во всякие высокие инстанции, и в 1960-м его таки реабилитировали. Вот такая история. И да, осталась еще сестра Федора, Татьяна Андреевна Чепурковская. Она трагически погибла в 60-х годах. Шла из дома, видимо, то ли на базар, то ли в центр Петриковки, и на перекрестке на Полтавской трассе ее сбил молоковоз. А Федора Андреевича Чепурковского реабилитировали только в 1989-м. Прошу, поминайте в молитвах за упокой души в церквях Петриковки, Вовних, Покровского и Городища раба Божьего Федора Чепурковского, который, открыв глаза среди вечной тьмы, шагал навстречу огненному ветру и начертанию судьбы. Спаси, святий Боже!